вот сейчас у себя в мобильной мастерской. Вот, и сейчас у меня печка работает. Вот. В общем, нормально. Как бы немножко простыл, но то ничего страшного. У нас Краснодарский край очень теплый такой, и у нас сейчас было тут -10 без Сколько? льда. -10? Да, да. Я тебе говорю, ну, бабуины у нас веток не падали, да, как бы у нас вот такая все такое там +8, +10, там +15 такие зимы. И тут -10 как дало, блин. И все начали так резко там свои машины по шиномонтажам там переобувать в гаражах где-то. В общем, история для нас как бы такая всех напугала. Вот. Я где-то там еще разочек прохватил вот какую-то простуду, да, потому что там, ну, приходится там работаешь, что там. Вот. И сейчас у нас опять +5, там +8. В общем, вот такая вот у нас история с этими погодами. Вот. А Контрастная в целом, температура. ну да, да. Но у нас, знаешь, за счет того, что Новороссийск, ну, если кто не знает, он чем-то кто-то говорит похож на Владивосток, такой он город в форме подковы, вокруг моря. И у нас вот эта температура -10, а ощущается она как -17, -20. То есть если ветер дует, он получается вот с тем, что влажность и все такое, оно как бы получается холодно. Вот. Очень холодно, реально. Сибиряки мерзнут. Понял. А я сейчас нахожусь в Индонезии, на острове Бали. У нас тут тоже холодно, +27, было +30, сейчас похолодало на 3 градуса. Капец. Ну, наверное, в шортиках, да, там ходите? Конечно, конечно. Ну, на самом Ну, деле, жара и там надоело. Уже охота ну, домой. блин, да, ну просто знаешь, как на злобу дня там вещаю из Индонезии, да, там всем привет. Все, короче, это. Да, ну что, давай тогда поговорим с тобой. На выставке, Давай. кстати, когда были, да, так что-то не словились, потому что я на один день приехал, ты на один день приехал, что-то как-то тык-тык-тык и все, не по Да, там самолетам. была суета, движуха, ты сам прекрасно понимаешь, сварочная выставка, у меня была куча дел, у тебя была куча дел, и мы Мгм. все там от стенда к стенду, от знакомых к знакомых, все нужно успеть, все нужно отснять. Ну, в Мгм. общем, как-то так путем ничего не получилось. Давай вернемся немножко сейчас к сварке. Цель Давай, нашего вообще эфира. И чем мы тут вообще собрались-то? не Я знаю, хочу, чтобы... весело поговорить. Согласен, это тоже верно. С тобой всегда приятно общаться. Я хочу немного, Спасибо. чтобы ты представился и рассказал о себе. Кто ты, что ты, кто я, это понятно, как бы это мой канал, и там все написано, как бы и те, кто на меня подписаны, кто будет смотреть, как бы это все узнают. А вот про себя расскажи в плане сварки. Мгм. Ну, в общем, очень много контента, ну, уже на данный момент это потеряно. Было у меня в Инстаграме, есть одноименный такой же аккаунт 800. Кто может пользоваться VPN, то знает, что там можно пойти посмотреть какие-то публикации. Начал я публиковать свои работы с 2016 года. Что получалось, как получалось. В общем, пришел я в мир сварки. Я всем говорю, что у меня даже там корочек сварщика нет, да, я там не образованный, институтов там различных вот этих не заканчивал, но меня покорил этот мир сварки. Давно как-то был такой цикл передач там по Discovery, когда они там мотоциклы какие-то сваривали, что-то делали, и вот эта сама сварка, когда без искр, без ничего, да, вот там такие чистые какие-то швы, я начал интересоваться, копать информацию. У нас там, когда там к аргонщикам приходил, там спрашивал, ребята, что, расскажите, что, как. Сказали, типа, давай, там, иди отсюда, конкурент и все такое. В общем, меня это зацепило все, и начал я собирать информацию с 2011 года. Вот, и побочно начал осваивать, ну, просто интересоваться сваркой. И когда я понял, что есть такая, как аргонно-дуговая сварка, это некоторая такая элита, потому что ну, там в Северодвинсках там сваривают какие-то атомные ледоходы и все Да-да-да-да-да. такое. В общем, это еще больше подстегнуло интерес. И вот, как бы, знаешь, вот уже прям в 2014 году я уже конкретно принял решение, что будет только алюминий, нержавейка и никакого черного металла, потому что тоже был опыт работы, так скажем, ну, в самостоятельных таких коллективах, в которых там калитки, заборы, ангары, все такое это было. В общем, заработанную денежку я стремился как-то в инструменты вкладывать, а ребята там часы, кроссовки, там девочки, рестораны, все такое. Вот, и пошел по этому пути, по сварочному, и зная те свои первые шаги, когда ты собираешь информацию по крупицам, это на самом деле было тяжело,
Ну, ввиду того, что у нас как бы наша ментальность, она такая, что ты чего, ничего никому не рассказывай, иначе типа останешься без куска хлеба, там все такое. Я наоборот, да, старался Да, да, делиться да. ну, какой-то информацией по мере возможности, да, там своего понимания. Вот, снимал ролики, какую-то часть я удалил роликов на ютубе, ну, потому что у нас же как там, ты снимаешь, там вкладываешь душу, а тебе, а ты дебил. И ты такой, блин, да как так-то? И удаляешь все это дело, да. Вот. Как мне это тоже знакомо, когда пилишь какой-нибудь контент на Ютубе, обязательно найдется очень много хейтеров, очень много, ну, я не знаю, людей, которые как-то по-другому это все воспринимают, и у них задача не посмотреть, не научиться, не похвалить, а наоборот как-то опустить, там, не знаю, обругать, сказать, что это неправильно, это неправильно. Ну, в общем, это отдельная история у нас. И у нас есть это такое с менталитетом. Ну, ну да, у нас же ж получается, и когда здравая критика, да, ну, на самом деле я очень-очень редко сталкивался с тем, что когда она реально по существу, тебе говорят там, вот там надо здесь так, 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 и люди при этом не преследуют какой-то цели немножечко тебя там принизить, а сами при этом, ну, я ж тебе Да-да-да-да-да-да-да. сказал, я ж тебе сказал, там, вот так надо. Нет, есть ребята вполне себе адекватные, которые там и делятся, и рассказывают, и показывают, но все равно есть какая-то вот, все равно в нашем, да, в сообществе, у нас же ж как, даже в Инстаграме, когда какие-то там собирались там тусовки сварщиков, все равно было такое, знаешь, как-то вот вроде на виду одно, а по факту там есть какие-то свои вот эти подноготные, да, там подноготные, и новички там вроде как бы понимают, а вроде и не понимают, а потом когда такие, понятно, короче, все тут понятно, там, покупай и все. Знаю, знаю, о чем ты говоришь, и как это все Ну, в нашем русскоязычном сегменте интернета, Ютуба, Инстаграма, это все прям видно, это все прям читается, и я тебе хочу сказать, что все это, ну, сегодня, завтра, послезавтра, через год закроется, но я имею в виду там YouTube и все такое. Вот, и останется, ну, то, что останется, там, не знаю, там, а что у нас может остаться? Каких-то площадок, ну, вот таких вот прям развитых, да, про тому, чтобы делиться, оно не, ну, я не знаю, там, ВКонтакте, может, какие-то есть свои сообщества, ну, там тоже одно и то же, что везде и было. Вот, все равно будут общаться мастера, я там, допустим, со многими, ну, в телефонном режиме тоже там общаемся, что-то как-то, ну, по существу, да, не то, что там, ой, привет, как дела, там нормально. На каких-то выставках что-то кто-то спрашивает, кто-то, допустим, у меня был такой момент там с радиаторами, там наработки какие-то, топливные баки, там еще что-то. Я, допустим, для меня это старый пройденный материал, да, мне там человек говорит, слушай, а как вот это сделать, там, ни разу не делал, хотя он опытный, он там трубы под просвет варит, там, рентгены, все дела эти. Говорит, блядь, бак принесли, я, говорит, боюсь. Там у него и оборудование позволяет, я говорю, ну не бойся, там, делай вот это, вот это. И наоборот, там, я что-то могу спросить. Это вполне нормальные явления. Многие, вот тут же сразу хочу сказать, что многие из опытных не снимают видео, потому что для них эта тема, ну блин, о чем тут рассказывать, да, вот для кого-то там свари трубу, так как, ну подошел, все, и вари, а с какой стороны ты подходишь, да, там так, там, вот эти нюансы, многие их просто из опытных, они не понимают, о чем рассказывают. И, ну, в силу того, что да тут элементарщина, да, и общение вот это вот с аудиторией, оно тоже занимает много времени, отнимает там время, средств, всякого там технического оснащения, да, там эфиры, видеосъемки, ну, ты же уже как бы влился во все это дело, там, блогерское, вот. Поэтому про себя могу что сказать, ну, как бы до сих пор иду, и у меня, знаешь, какая политика, ну, была, там, остается, есть, и я со всего, ну, максимально, да как и любой человек хочет со всех своих как бы движений, работы получать максимум результата, да, там, ну, результативность там в плане какой-то финансовой, в плане какой-то актуальности, там, ну, нужность информации, вот. И сотрудничал с различными компаниями, там, и до сих пор сотрудничаю, с многими дружу, и получается такой, знаешь, как бы некоторый симбиоз. Многие производители там могут привести оборудование, кто-то, может, даже сами делают, но они не могут в своих условиях, своими, так скажем, специалистами проверить его в различных оборудованиях, в различных условиях, как оно работает.
Я, допустим, что у меня там на канале есть видео про Сибору, там 180-ю, про У тебя, кстати, на Гроверсы. заднем плане Чибора, да? Это итальянская, это я понял, Это понял. Ну, Электро. Это я еще даже не снимал про него. Это вот я только прикрутил. Единственный аппарат, который мне понравился, да, он старенький, но у него есть password protection. Ну, типа, знаешь, там код у него стоит на лицевой понял, панели. понял. Типа, ну, я же сейчас, я потом могу дать маленький такой обзорчик. Я уже наконец-таки в том году допилил свою мастерскую мобильную до того состояния, как я уже хочу. Кстати, вот там 2 баллона прикрутил аргоновых. Вижу, да, аргон. Да, есть там в задумках поснимать обзорчик, да, там на различные аппараты, не только Сибора, там Гроверсы и все такое. Вот. Ну, в общем, вот такие дела. Я не знаю, про себя рассказал скомканно, сумбурно, нет такой вот у меня какой-то, знаешь, о себе там стишков и заготовок, там, в плане там, я там такой-то, Ладно, ты такой-то. лучше вот скажи, вот ты в мире сварки с 2011 года, ты начал изучать, как ты говоришь, интересоваться. Сейчас, на сегодняшний день, ты жалеешь или нет, то, что вообще ты в мире сварки? Нет. Нет, да, сварка, блин, она везде, она в нашем быту, она везде есть. В транспорте, в пищевом, не знаю, там в космической, там в ремонте каких-то Да вот я про самокатов, это детских сейчас и говорю, колясок. то, что Это да. ты можешь, знаешь, я о чем не пожалел или пожалел бы, если у Ага. меня было два таких, скажем так, два таких варианта: уйти на стабильную работу, ну, не на завод, а в большое предприятие. И мне там сказали, мы бы, ну, то есть там бы не пришлось бы работать, но там на тот момент, когда там средняя, допустим, по нашему региону зарплата была там 30 тысяч рублей, условно, мне бы давали бы 50, да, я бы ходил бы, ничего бы не делал, ну и не рос бы там я вообще никак. Вот просто ты ходишь, такой вроде что-то там работаешь, что-то там, ну, выполнял бы какие-то там заказики, там были бы там в помощниках сварщики, сварные, сварщики, слесаря, вот, и я бы там бы ходил бы такой, и сам бы не рос, и, не знаю, и заработка, ну, как бы, такого бы, наверное, бы, может быть, ну, он был бы по-любому бы заработок, потому что когда ты работаешь сам на себя, ты можешь организовать свой труд, ты понимаешь, что там, ну, во-первых, работа сам на себя это что? Это там общение с заказчиком. Ты, во-первых, должен понять, что он от тебя хочет, да, потому что люди бывают, они приходят, вот ему надо, а он не понимает, что либо вещи как-то не стыкуются, Не либо, может объяснить, не может этого да, контакта, коннекта наладиться, кто что. да, потом ты должен это все сделать, выполнить, и потом, самое главное, ты еще должен за это, ну, как бы получить расчет, потому что, ну, много таких случаев, когда люди там берутся, делают, потом не доводят до конца заказ, либо уже, ну, очень сложно, и когда ты вот сварщик, да, вот как бы работаешь сам на себя, это не только история про то, чтобы взять там электрод и, грубо говоря, расплавить, там, заварить этот металл, а нужно там в комплексе все это дело как-то, ну, Очень-очень высокая конкуренция. Хотел привести такой пример по поводу конкуренции и работы с профессионалами. Грубо говоря, когда там после техникума получил там 4-й разряд, пошел работать на металлоконструкции, и там попал я в звено к пенсионерам, им было там по, ну, не знаю, 50-60 лет, и они говорили, мы мастера, у нас 6-е разряды, мы самые лучшие, мы тебя сейчас быстренько научим. И я такой, ну, лапшу мне на уши вешают, и вроде бы они старики, и вроде бы у них там стажа в самом деле по 30 лет, по 40 лет, и я их слушаю, они мне показывают, объясняют. В общем, я полгода варил эти металлоконструкции, ни хера не научился варить, ну, там варил какую-то ерунду. Я только потом уже понял, после этого я поехал потом на вахту, на первую вахту, на трубу, там уже нефтегазовая отрасль. И там я как раз попал, как сказать, в звено, в бригаду именно профессионалов, где там, ну, в самом деле, такие ребята были, которые там и знания в голове были, и руки. И то, что я делал там полгода или год, работал, и они меня пытались обучить, какие, и рассказывали, какие они старики, какие они самые классные, у них по стажу 40 лет, ни в коем случае им нельзя перечить, слушать только их. И когда я столкнулся с этими молодыми ребятами, там они на 2-3 года были постарше меня, но они реально были профессионалы, которые ездили там в Иран, в Саудовскую Аравию, в Индию на трубу работать, ну, которые по миру покатались. И они меня там на месяц, какой за месяц, за 2 недели поднатаскали так, то что, ну, это просто небо и земля, это просто как бы, можно там, не знаю, 20 лет работать со стариками, что ты профессионал, а когда высокая конкуренция, когда ты попадаешь именно к профессионалам, где, ну, очень-очень ценные ребята, которым и платят очень-очень хорошо за их знания, за их труд, за их опыт, за их квалификацию. И вот с помощью их ты уже сам там начинаешь расти, ну, очень-очень быстро. И смотришь назад и думаешь, блин, нахер я этих стариков слушал, столько времени потерял, ни хера не научился вообще.
Не, ну на самом деле, тут знаешь, как работает, ну, как бы вот эта работа в бригадах, она зависит от многих факторов, да, там нет уже какой-то персональной ответственности. Ну, понятно, что там запороли в стык, там еще что-то, вся бригада как бы уехала. Но тут немножко, знаешь, как, ну, лично я с чем сталкиваюсь. Вокруг меня, ну, нет прям таких, нет, они как бы есть там единично, там я знаю кого, там люди, которые там, о, там, ну, скажем так, там один из блогеров, да, которые все там это Лысенко, да, который там тоже там монстр, там Элита, он прям, элита, да-да-да. да, элита. Но тут понимаешь, как работает, если он может там работать в бригаде, когда ему там подготовят, привезут, сделают, скажут там технологическую карту, там режимы, все ему там, он это все повторит, как там возьмет, как принтер какой-нибудь хороший, все это сделает. Но, к примеру, там в другой ситуации, допустим, в меньших объемах скажут там, давайте там вот там товарищ, ну я не буду его там, вот допустим скажу там, давай, короче, вот ты там товарищ Иванов, вот тебе объем, и надо, чтобы это было выполнено. И вот когда ты начинаешь работать, да, вот есть там масштабы предприятия, когда у тебя там снабженцы, у тебя там технологи, у тебя там вот это все, оно работает, большая машина, там фонды оплаты труда, там вот это все начинает крутиться, вертеться. И вот это все, вот в этой вот во всей каше, когда с предприятия потом опыт выносится в обычную жизнь. Ну так у нас не работает, да, и когда тебе говорят, слушайте, ну давай, ты можешь там сделать какой-то объем? Да, могу, это будет стоить там 15. Они такие, блин, а у нас только ковернац, да, что делать будем, ну как вот. И ты начинаешь, короче, и ты должен, помимо того, что ты должен какие-то там свои чешуйки там заварить, там с проваром обязательно, да, человека спрашиваешь, а зачем, ну у тебя какая цель, ты там пищевым чем-то, не, ну там, С обратным валиком да, еще, ну там да-да-да. же, вон смотри, там видел, вот я видел в С Ютубе, мне поддувом. надо с поддума, для чего, для каких, ну и когда начинаешь вот с людьми, да, там, с людьми переносить обычно вот эти реалии, получается, что ну, как бы и работа-то сам на себя, она, в принципе, еще и лучше, потому что ты человеку можешь объяснить там, ну, почему, что, как, зачем, сколько, нужно тебе это. То есть, ну, как, знаешь, принцип разумной достаточности. Сделайте мне вот это, там, либо с нержавейки, либо с меди, но у меня денег нету, там, давайте вот с одного, со второго. Короче, я просто, знаешь, вот я к чему, я так мысль немножко Ага. размылил. В общем, работа э, те люди, которые работают по вахтам, они и должны работать только по вахтам. И когда вот это, знаешь, там из аргументов, да я в минус 40 голой жопой на трубе, там при Да-да-да-да-да-да. ветре в 80 метров в секунду могу заварить, а вы тут мне тут сидит он, блин, как мне там комментаторы, сидит он в белых В белых перчаточках. перчаточках, да-да-да-да-да. Слушай, ну я сам себе создаю эти условия труда, и мне нравится так работать. И я же говорю, тут у нас вот много вот это, знаешь, там мухи, котлеты, там горячее, зеленое, тяжелое, все это сравнивают и какого-то крутого ищут, там авторитета. А я вот видел, что вот он там сказал с тем в споре, он применил это, и поэтому вот тебе аргумент. Я говорю, ну а куда, что с этим делать-то дальше, что, как жить-то будем, блин. Ну, в общем, работа, многие, как знаешь, я хочу работать на себя, заниматься аргонно-дуговой сваркой. Почему? Ну, там 100 рублей за сантиметр и все такое. Я говорю, слушай, ну так не работает. Мы даже Стандартная такса. Все слышали, все знают и все хотят 100 рублей за сантиметр. А где этот сантиметр? Там на каком-то изделии здесь, либо где-то на 9 этаже, что, ну как бы не работает так, что там купишь ты аппарат себе за 20 тысяч или за 500 тысяч, и будешь ты считать там, у меня перчатки же есабовские, ну всего типа, какие по 100 рублей за сантиметр. Тысяча, тысяча. Так оно и есть. Да, так и есть. Ну, не знаю, не жалею и менять свою вот эту направленность про сварку я не буду никогда. И я наоборот сейчас был такой у меня промежуток, я хотел уйти прямо вот в обучение, ну, в смысле, чтобы я там обучал Чтобы парней. ты обучал, ага. Да, я в ноябре вот очень хорошо там с парнями поездил. Ну, в смысле как, я к парням по Краснодарскому краю поездил, посмотрел, как люди работают. Мне это очень интересно, потому что, выполняя одну и ту же работу, ее можно выполнить разным перечнем инструмента. Можно, допустим, иметь один сварочный аппарат, там одну ушемку, там и одно что-то еще. А можно иметь вот это, и по-разному это все дело использовать. Во-первых, ты когда общаешься с людьми, которые хотят освоить какой-то навык там, выполнения работы,
ты видишь, что, блин, ну да, я это делал вот так вот, потом смотрю, у него что-то посмотрел, как бы, ну, показал там свои какие-то, и вот результат можно получать быстрее. Но получив результат в одном конкретном случае, это не говорит о том, что ты будешь постоянно вот этим алгоритмом пользоваться, в других таких же однотипных работах может что-то меняться, и тут все равно ты должен быть некоторым таким творцом, а не то, что, знаешь, там, э, ну, как бывает, я про трубачей, ну, конкретно знаю, что если вот он сваривает большие диаметры, там, ну, тысячевку, да, или там 1200, его на маленькие, там, ну, 150 его не ставят, потому что все, уже дуга, ну, рука А не так так оно и есть, на работает. самом деле так оно и есть, это правда, это каждый заточен, говорю, там, 300, как ты говоришь, 400, 500, тысячевка, так оно и есть. Все, оно и есть, и у них больше продуктивность. И вот это, знаешь, там, допустим, большое усиление там шва, да, валик большой. Но понятно, что в масштабах производства, там, в технологических картах это прописано, во-первых, там, да, ну, отметем в сторону там какие-то нагрузки, да, вот эти все, которые влияют на вот эту всю крепость. А то, что, допустим, ты больше сделаешь усиление, сам валик шва, в масштабах производства, в гараже у тебя, что ты там навалишь, ну и что там, уйдет тебя там, ну, на 100 грамм больше этой проволоки, да, а в масштабах производства за смену там может вылазить там сотни килограмм, да, когда они что-то собирают, какую-то огромную конструкцию. А у нас же как там, услышал, о, не такой там, мне вот нужно с таким там валиком, Кате там, или там, вот так мне надо. Почему? Ты делал какие-то, ну, у тебя же какие-то требования есть? Нету. Так французы варили, я видел видео, блядь. Я за конструктивный диалог. Даже, блин, я могу всего не знать, он может всего не знать, но нужно своим оперировать. Оперировать. К опыту, к знаниям, там, открытыми немного быть. В принципе, у нас идет на эти лыжи. Хотел вернуться к образованию. Ты же, как сказать, ну, это уникум. У тебя нет образования по сварке вообще никакого, правильно? Там ни разрядов, ничего там, ни, не знаю, техникум, ни там ПТУ, да вообще ничего. Блин, Не ну у было. тебя такие швы офигительные, ты так классно сваришь, и полезный там, опять же, на твой канал подписан, ты записываешь, и там многому чему можно поучиться. Это такая высокая квалификация. Но Это в просто, как сказать, какой-то мере, да. немножко не состыковывается. У многих Нет. ограничения по поводу образования. То, что многие думают, вот было бы у меня образование, было бы у меня корочки, НАКС тот же самый, или там разряд 4 или 5, вот тогда-то я стану профессионалом, тогда-то я начну там сваривать и зарабатывать хорошо наконец-то, как бы, для чего он вообще работает. Ну, по поводу швов, спасибо за столь высокую оценку, но, допустим, куда-то на трубу поставят, там я А это так разные не задачи сделаю. абсолютно. Это, опять же, Да. Есть, да, есть люди, которые, ну, вот они очень сильно там про сертификаты заморачиваются, про вот эти все вещи. Мне предлагали сделать 17, наверное, 17 или 18 год. Мне предлагали пройти, ну, в обучающем центре, как бы мгм, там бы мгм. засунули в группу, сделали бы там аттестацию, там с клеймом, совсем 40 тысяч рублей это стоило, как бы вообще. И я один раз такой подумал, думаю, блин, тогда давай, ну надо же, блин, ты чё, это же, блядь, сразу веса сколько придать. Вот опять о чем говорили, что в моем как бы, ну, в сегменте, да, чем я занимаюсь, ну, многие не смотрят на твои сертификаты. И то же самая история, там трубачи рассказывали, приезжают. У тебя сразу такая ремарочка. Ты занимаешься ремонтом и восстановлением деталей, правильно? Начинал, смотри, да, начинал я с ремонта восстановления деталей, как и многие, кто заходит в эту сферу, в плане алюминий. Ну, ремонт восстановления – Мгм. это в основном история про алюминий. Это какие-то там лопнувшие диски, там коробки переменных передач, отломанные уши, там поддоны, трубочки кондиционеров и все такое. И также иногда бывают еще какие-то детали там из черного металла, там иногда бывают с нержавейки какие-то ресиверы, там выхлопные и все такое. Вот. Потом я поработал очень активно с ограждениями. Вот, потом изготовление. И вот, как бы, ну, я делил, смотри, ремонт восстановления, ну, это вот там алюминий, Ага. нержавейка. Потом сварка на выезде. Это вообще другой набор инструментов должен быть, и немножко другой подход. И э, изготовление этот, там для кондитеров, да, в пищевке немножко поработал.
Это трубы различные... или что это такое? Не-не-не, это различные насадки там для нужд производства кондитеров, там различные валики, бункеры, шнековые вот такие вот всякие там, ножи там тоже были, когда тесто идет. Но в Инстаграме это все было, я показывал, и я просто вот благодаря тому, что в разных сферах ты работаешь, ты обрастаешь с различным инструментом и пониманием того, что а сейчас я обратно вернулся к ремонту восстановлению деталей, объясню почему. Во-первых, со стороны всей вот этой финансовой какой-то вот, да, там выгоды, маржинальность самая большая это у ремонта восстановления деталей, потому что тебе могут принести какую-то детальку, ну, элементарно даже самый диск какой-то, да, автомобильный. Там снимал я про это ролик, там стоит его сваривать, не стоит, там что с этим делать с лопнувшим диском. Вот, но за 30 минут там заработать, грубо говоря, там 1000 рублей минимум, да, 1000, полторы, две, а если диск какой-нибудь большой, там можно и больше заработать. Ты нигде не заработаешь в сварке, да, там трубочка кондиционеров, там 15 минут, там минимум 500 рублей. Их когда в сезон тебе тащат и тащат. Вот, ремонт восстановления это очень интересная тема именно в плане как бы минимум набора инструмента, сварочный аппарат, маска, там, ушемка, щетки какие-то, там, сверлышки, шуруповерт, и ты можешь вполне себе зарабатывать. Вот, сварка на выезд тоже очень интересно, там тоже сварка на выезд, там грузовики это вообще отдельная Баки, тема. наверное, очень много. Баки не столь много. У нас сейчас очень много автомобилей, которые они там бьются, ломаются, их в разбор, да, дают, и как бы уже там у нас вторичный какой-то, третичный, пятеричный этот рынок запчастей, он очень сильно актуален в плане там баки, там можно не восстанавливать, потому что иногда стоимость восстановления будет стоить дороже, нежели купить на разборе такой же бак с такой же модели. Ну, то есть уже у нас запчастей хватает. Ну вот. Производство это вообще другая история. Кто задумывается производить какие-то там табуретки от Сваровски, там барабаны от Страдивари, производство это история про то, когда ты что-то производишь тысячами штук, и у тебя этот Поток, заказ вот, да, конвейер. от сегодняшнего дня и до 2025 года. Так, и история не для одного. Не для одного, потому что пока ты что-то делаешь, у тебя должна какая-то быть логистика в плане там пополнения материала, какая-то отчетность. Ну, в общем, ремонт восстановления, много кто, вот кому я там езжу, ну, по обучению, да, вся эта история про людей, которые с ними начинаешь разговаривать там, а зачем ты хочешь? Он говорит, я хочу зарабатывать. А чем ты хочешь зарабатывать? Ну, я буду делать мебель там, лофт какую-то. Я говорю, слушай, ну ты Авито открой, ну посмотри, этот рынок уже настолько, чем ты будешь брать? Что у тебя аппарат какой-то за 200 тысяч, да он, посмотри, их там уже продают уже там, ну то есть кто свои силы попробовал, тут надо понимать свои силы, да, куда ты идешь, зачем ты идешь и что ты с этого хочешь получить. Просто так не работает, знаешь, там, как говорят, сейчас у молодежи такое, что вот одного достаешь из набора вещей у человека, и другого человека в тот же iPhone, в те же кроссовки, там в это, и суть не меняется. Ну тут так у нас не работает, что купишь ты сварочник, купишь ты там автомобиль, там ящики, там баллон, и, допустим, приеду я со своим опытом, да, с набором инструмента, и такой же человек приедет. Я, допустим, могу же демпинговать, там, не знаю, там, цену, либо наоборот сказать, а у меня подписчиков больше, знаешь, там, ну, типа тут уже как бы тут у нас рынок, есть некоторая конкуренция. Вот, блин, я тебя опять, наверное, увел какие-то другие эти. Ты Нормально, нормально. спрашивал про, да, ты спрашивал про там ремонт восстановление, про то, чем занимаюсь. В общем, сейчас я ремонтом восстановления занимаюсь и обучением. Вот эта вся история сварка на выезд очень интересна, актуальна, но я ее провожу не именно, когда приезжаешь к людям там, да, выполнить какую-то работу. Люди сейчас, кстати, клиенты, они тоже обленились, типа аргонщиков много, ну, в плане того, а почему у вас так дорого стоит? Я Ага, говорю, ага. слушайте, ну, вы хотите либо результат получить, либо, ну, давай я там попыхтю что-то, ты мне там заплатишь, я уеду. Ну, не, ну, нам результат нужен. Я говорю, ну, хорошо, ну, давай, значит, вот результат. И опять же, ремонт восстановления, это история не про то, что там деталь нужно выкинуть, да, ее выкинуть нужно, а он такой, да нет, зачем выкидывать, я сейчас там позову кого-то, за 500 рублей мне сделают. Это тоже так не работает. То есть любой ремонт детали, он должен именно, когда там человек ехал, машина поломалась,
ты ему что-то там сделал, ну, чтобы он там изолентой не подматывал. Вот он доезжает до места ремонта и меняет все на место. Вот когда ты работаешь с этим пониманием и человеку рассказываешь, что как бы это ремонтированная деталь, и если она поломается именно в месте сварки. И это вполне нормально. А не как у нас, там, зачем я буду выкидывать или покупать новую за 1000, я лучше 500 рублей отдам за ремонт, и у меня все будет дальше работать. Нет, так не работает. Вот эти вот все истории про щуку, там, Ивана на печи, там, вот, ну, как бы у нас реалии должны быть, как бы, Я так реалии. понял, у тебя громаднейший опыт именно, как сказать, по работе с заказчиками, и ты уже, мне кажется, слышал все, что угодно, любые истории, и там Любые истории истории. можешь поделиться. Любые, слушай, да и смешного, но это еще на заре там, может там 18-й год, да, человеку дали контакт, сказали там, типа самогонный аппарат там сделает чудесный, я такой, я, кстати, там по России тоже просылал, там, ну, был такой у меня промежуток, самогонный аппарат делал, комплекты. И человек такой приехал, оказалось, он там какой-то, блядь, на транснефти там какой-то, ну, не из последних перчиков такой там приехал, на в этом все дела, короче. Когда момент расчета, ну, сумма действительно небольшая, но просто человек, он как бы так с недоверием отнесся, он не хотел отдавать последнюю часть денег, пока он не проверит, там течет, а вдруг потечет, а я потом возьму куда-то скроюсь, ну, как бы, ну, Ну, для меня это так глупо, дико да-да-да. глупо, блин, тебя, ну, как бы посоветовали кто-то, да, там, я там, да, пожалуйста, все, давай делать. И получилось так, что он типа такой подошел к банкомату, бля, меня карту зажевало. Я такой, ну, хорошо, ладно, чувак, потом завтра отдашь, там, когда, ну, правда, он потом проверил, он потом еще чуть больше дал, говорит, ну, вот, типа, смотри, там все нормально, там, я, говорит, проверил, ну, сразу бы, как бы сказал, ты, давай я сейчас проверю, мало ли ты там реально рукожоп, я тебя не знаю, но это вполне нормально, чем какие-то вот такие цирки там с вот такими вот вещами. Много было, знаешь, тут же как на рынке, знаешь, один дурак покупает, другой Другой продает. продает, И да. да, и почему иногда обращаются к гаражникам, ну вот эта история такая, да, многие, кстати, блогеры, они хейтят в плане там, ой, мы тут работаем на производстве, типа, а вы там в своих гаражах сидите, никому нахер не нужны, ну типа того, и там сидите, у нас работу отнимаете. Это вот я и истории эти тоже слышал, когда там сидит, ну как бы, ну этот человек уже не работает, он уже тоже там в гаражи ушел, но сам подход типа, мы тут как бы такие, а вы там Реальными гаражники вещами такие. занимаемся, а вы тут всякой Да, да, ерундой, херней, деньги да, только у населения гребете, по 100, как там, по 100 да. рублей за сантиметр, наживаетесь, И, капиталисты. и получается, что почему люди вот в этом случае идут не к тему, да, перцам, которые там колотят какие-то там свои конторы, там, типа, все официально, там, это. А гаражникам идут, потому что, во-первых, люди уже работают с опытом, и, как правило, большинство, те, кто работает там, ну, в гаражнике, в гаражах, они выходят из производства, и когда они понимают всю эту кухню, как это работает, что, блин, он делает ту же самую работу, а в конце месяца он получает, ну, не то же самое, как если бы он сидел, да, и люди потом переходят на свой какой-то хлеб, и, во-вторых, есть еще ответственность. Когда ты у человека, там, допустим, взял какую-то денежку, сказал, я тебе там сделаю, вот я еще, ну, не только я, а такие, как я, еще 8 раз уточнят, а ты точно вот это, вот именно так ты хотел, да, вот так, все, давай там делаем. И потом получается, даже если что-то не то можно переделать, но потому что ты же как мастер, это же ты там что-то в башке там спроектировал, и ты как бы знаешь, что можно там с минимальными какими-то, ну, изменить. А как правило, работает в больших конторах. Ну вот у нас как там, сначала положили асфальт, да, а потом трубы меняют. Почему? Ну, блядь, ну Классика. так получилось, да. А кого натянем? Да некого, да, как бы. Ну, не знаю, вот так живем, как бы, живем очень-очень в такое время интересно. Я еще когда на волне, не знаю, там вот этих все там 19-20 год, когда там все начиналось с этими, да, простудами. Вот я говорю, что, ребята, сейчас самое время, чтобы можно было там развивать там свой потенциал, как-то вот, обналичивать все свои знания, там, работа, умения. Сейчас, мне кажется, тоже очень такое время, которое вот только вот только надо идти вверх, вверх и заниматься полезным для всех.
делами такими. Хотел Вот спросить, как что у вот. тебя по оборудованию? На что хотишь снимать обзоры, ты говорил, немножко обмолвился. На какое новое оборудование? Ну, во-первых, вот этот аппарат я его нигде не показывал. А вот это вот Электро. Очень классная, здоровская штука. Давайте я вот так вот покажу. Эксклюзив для твоих подписчиков. А это же Никто. Чибора, правильно? Это либо это Группа какая-то... компаний, да, группа компаний. Это Электро, это дочка компании Чибора. Мгм, мгм. Вот. Ну, сегодня и есть такой, хочу еще тоже затронуть одну такую тему, очень интересная. Я сам, это вот посылка, бля, отдай. Эта посылка, прям в самом деле, она из прошлого. Ого. Что там у тебя, золото? Прям с клеймом, прям с биркой. Вот отгадай, что это, ну вот так, навскидку. Ну, наверное, может, проволока, может... Что-то со сваркой Нет, связано? да, 100% со сваркой. Со Че, я сваркой. же Что сварщик, так блядь. могут упаковать? Ну, горелка какая-нибудь, ну, хрен знает. Ну, сейчас покажу. О, Так, огни, горелка, огни, огни, масса, блядь. охренеть. Я наугад сказал, Да, это... это реально, я тебе говорю, она мне шла с декабря 2022, вот, я только сегодня реально забрал, и реально, ты посмотри, Вот это я заводская вспомнил, упаковка. да, я вспомнил, блядь, свое детство, когда присылали мандарины, там вот такая же, вот реально, и вот это вот с печатью, видишь, шнурком перевязали, короче, полностью, чтобы ни один, блядь, ну, туда не залез, там, не отковырнул, ничего. Вот это вообще тема. Офигеть. Да, и я реально просто на выставке я ж подходил к этим парням Ага. с огни, заобщался с ними, думаю, что они там нового про эти. Оказывается, ну я потом по сайту полазил, я потом в обзоре все это дело попытаюсь раскрыть. В общем, делали они, у них там есть какой-то умный дядька, они делали какие-то изыскания, там физико-математические, там у них доктор наук, короче, с физмат и все дела. Вот эти горелки, они, короче, проектировали на определенный проток. Все знают, что там есть ламинарный, турбулентный, Да, а да, есть еще да. там тороидальные вихри, и они еще рассчитываются. Не слышал. Вот честно говорю, вот сколько вообще не знаю даже, что это такое. Короче, нет, а ты, наверное, сталкивался, может, видел такое, есть такое кванториумы такие, ну, когда для маленьких детей там различные парки развлечений, Мгм, и мгм. у них есть бочка без дна. И у нее сзади в бочке есть такой, как пленкой затянуто, что ты по ней бьешь, и выходит такой из другой стороны бочки, как когда, знаешь, там метров на 5 ставятся какие-то картонки, и по бочке бьют, и воздух выходит, вот так вот Понял, понял, закручиваясь, понял, 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 он понял. сбивает. Может, где-то ты видел. Дельфины еще вот так вот, они воздух в воде, как знаешь, сигаретный дым, там колечки, только Ага, дельфины в ага, ага. воде так делают, и кольцо вот так закручивается. Вот это называется тороидальный вихрь. Так вот, когда из горелки выходит ламинарный поток, Мгм. он же, он же каким образом, когда он сталкиваясь Ну, в ну, он зону сварки там, ну, перпендикулярен, ага. да, он перпендикулярен, и получается, что он должен, этот поток, завихряться сам в себе и держать максимально перед собой еще защиту. И вот это вот тороидальный вихрь, даже Офигеть. там моделировать. Ну, залезь на сайт огни, я сам офигел. И от того, что даже рассчитывали вся вот эта структура, которая там ребрение, там внутри, там в этих, она, короче, чем у тебя больше идет наклон, ну, от Мгм, перпендикулярности, мгм. да, вот этот наклон, там тоже этот момент рассчитан, что почему перпендикулярно, если он будет завихряться, чем больше ты его наклоняешь, тем он будет вперед уходить, чтобы сзади не подтягивало. Не знаю, насколько это правда, нет. В общем, мне самому интересно. Я знаю, что огни называют клюшками, да, вот реально кто-то это по Дак они злому, там, тяжелые. типа, Я их столько трогал тоже в руках и немножко ими работал. Они же, ну, тяжеленные, они, я не знаю. Вот такая вот ну, горелка, ты ее берешь и да, но, Не, у них свои сейчас, плюсы. Горелки огни же проектировали там для, ну, как я слышал, опять же, что мне там говорили, для специальных там условий, для специальных конструкций, чтобы выдерживал там ток там 500, грубо говоря, этих ампер, либо там 300 ампер ПВ 100%,
для сварки там этих подводных лодок, каких там корпусов. Ну, то есть это специально, как сказать, это специфическая горелка для Да. определенных задач. Естественно, там есть горелка ОСЫМ, которую ты там взял и где-то там, не знаю, там трубку радиатора, где удобнее тебе подлез и там как-нибудь заварил. Ну, а если есть такие задачи серьезные, то, блин, ну а что бы ее не использовать, если она для этого и создана? Смотри, ключевое то, что эти горелки, они проектировались для нужд производства, скажем так, когда она должна там в 3 смены по 8 часов, да, там 7 дней в неделю, не вынимая, чтобы там могли работать, и когда там в конце дня кинул, там оно там ничего не поломалось, должно там работать. Сейчас же есть некоторые там, я вот эту горелку потом покажу, она типа уже максимальный ток на переменке у нее 170 ампер. То есть, да, ну 170 это не так много, потому что в разных аппаратах где-то они есть там 170, где-то нету этих 170, там есть там, может меньше, может больше. Ну, в общем, короче, производитель вот этот огни, они знаешь, что сделали? Они сделали, насколько я сейчас понял, я еще пока сам не смотрел, сменная головка. Когда у тебя есть шлейф 4 метра, и ты саму головку меняешь, есть на маленькая, там маленькая какая-то расходка, есть чуть побольше, и в этих головках, вот о том, что я тебе рассчитывал, сам вихрь, он уже там, не нужно использовать дополнительных каких-то сеточек, все должно работать. И я хочу сделать такой эксперимент. У меня есть очень большой опыт работы с горелками, которые, если у меня вот висят горелки, это паркеровская горелка. Вот она Понял, вот, знаю. да, с такой вот самодельной, я там как-то видео снимал, как можно сделать самому вот такую вот на основе R28 от плазмореза изолятора, у него можно сделать вот такую вот для работы с нержавейкой линза. Ну, с ней понятно. Тут тоже есть газовая линза. Я хочу сравнить обычную газовую линзу с вот этой огни. И работает ли оно так, как это реально заявили. Есть ли в этом смысл? У них даже есть подобрана методика, как можно проверить пятно контакта, защита, да, перед каждой сменой надо горелки проверять, как оказывается. У нас же как получается, работает, не надо лезть, что-то пошло не то, давай смотрим по цепи. Газ есть, это работает, это не работает. В общем, давай, слушай, пока встал, я, короче, вот так вот покажу Давай. тебе, Вот там что у нас. масочки вижу крутые, Да, оборудование. да. Так, ну что, у меня там вот с той стороны у меня находится вход, это в плане там в кабину водителя, так скажем, да, там руль, сиденье, все дела. Ты сейчас Вот, находишься в тут, Мерседесе, короче, как, кстати, это пикап да-да-да, или... нет, почтовик, Ой, почтовик. почтовик. Да, вот здесь вот я сейчас с тобой сидел, тут у меня типа блогерская зона, там, короче, я сегодня хотел там допилить, чтобы выходить, свои вот эти стримчики проводить. Вот, ну вот здесь вот у меня, что тут у меня? Вот это Горелка это, ага. горелка, там Ну, у меня вот крутяк. здесь вот у меня всякие там вот эти вот вещи, Спреев хабарики сколько? всякие. О, ВДшка. Ну да, самое такое необходимое, которое. И есть у меня еще вот такой вот столик, на котором я провожу сварочные работы. Вот, там у меня получается сейчас где там, 220 Вытяжка. вольт. Нет, это не вытяжка, это у меня наоборот дуйка стоит. Подожди, сейчас тебе вот так вот покажу. Блин, нет, не покажу. Вот. Ага. Нет, это автономка, она сейчас дует сюда теплым воздухом. Вот она, видишь, у меня тут получается. Ну как, теплым воздухом. Понял. Автономка, да. И вот здесь вот эта вот штука с аккумулятором на 2 киловатта. То есть любую болгарку тянет. Даже можно включить этот сварочник, там какое-то меню показать, посмотреть. Круто. Ну, я так понял, что эта модель, она 2015 года. Довольно-таки, давай сейчас покажу. Очень, сейчас, должна включиться. Если я не ошибаюсь, Очень, это бюджетный вариант, да, по-моему, у Чеборы? да. Эта линейка именно сама, которая бюджетная. Вот видишь, он включился и попросил пароль. Но пароль я Мгм. сейчас пока не буду вам Ну, показывать, понял. мало ли там какие-то эти Хакеры. хакеры потом про Wi-Fi. Так, короче, пароль ввел.
Очень интересно, что у него тут есть PFC. Да, Да. кстати, Сибору я проверил работу от того генератора. Ага. У него здесь вот генератор, он в пике 7,5 киловатт. Ну, то есть на 200 амперах любой аппарат он тащит, что полуавтомат, что дуговой. Вот, и смотри, какое меню, то есть управляется все одним вот Да таким вот, круто, вообще нормально, информативно. ну, Вон да, циклограмма. информативно, но на солнце сильно ничего не видно. Поэтому, ну, все такое, как бы, оно старенькое, но мне интересно проверить, как он работает. И почему именно он? Потому что 200 ампер это все-таки лучше, чем 180. Тем Конечно, более, конечно. ну, как говорят, что они, в общем-то, настоящие. Ну, это все дело я проверю. Интересно, Вот, интересно уже ждать обзора тебя, посмотреть, глянуть тоже. И обзор. про горелку, про огни прям тоже заинтересовал. Огни, блин, так, где я? Вот он. Огни на самом деле очень должна быть интересная тема. Огни, я сам очень предвзято относился, но я пробовал несколько раз, но у них... Так, сейчас, минуточку. Ага. Я сам пробовал несколько раз работать, огни не понравилось, потому что это были огни, которые, ну там изолятор, он непонятно, он не керамический, а он какой-то текстолит, латунь в текстолите или как-то так облитая, короче, я такой, блядь, да что это такое, это невозможно. Кнопка где-то далеко, это реально, знаешь, Да-да-да-да-да. такой там слесарю по башке стучать, если он что-то не то сделал. Здесь же история должна быть немножко в другую сторону, именно как на качество, да, там уже на производство. Кстати, да, вот эта тема, огни же они делали на большие заводы, где Да, люди да. были не материально ответственны. Ну, то есть поломал горелку, пошел на склад, там новую взял. А сейчас все, сейчас уже производство, они уже немножко поменялись. В том плане, что выдают инструмент уже под роспись, уже знают, кто поломал, что поломал, уже знают, как там. Капитализм. Капитализм с одной стороны хорошо, с другой как бы, ну, не очень, потому Палка о двух что, концах, конечно. да, да, эта история такая. Вот, в общем, вот так вот сижу тут в мастерской своей. Ну чё, круто все. Я прям рад тебя Круто. видеть, Игорь. Да. Как всегда, ты что-то хотел спросить, но, наверное, А я уже забыл. тоже забыл, уже ты заболтался что-то там, и я тоже что-то заболтал. Ну чё, Между давай собой тогда, что-то. наверное, сегодня завершать. Может, Давай. как-нибудь повторим через недельку, там, не знаю, Да, также легко. какую-нибудь тему назначим и что-нибудь обсудим по сварке. О, так, подожди, там кто-то что-то писал, да? А вот как теперь чат посмотреть? Чат. На В записи сообщения. будет только. Нет, я посмотрел, там приветствие было, потом кто-то тоже угадал, что это горелка. В общем, самое главное, пожелание такое, ну, всем, да, кто там будет потом смотреть в повторе, что, ну, задавайте свои вопросы, самое главное, да, Во, что, да. чтобы кто-то хотел узнать, участвуйте. Сейчас, кстати, вот Сергей, как ни странно, я-то опытный в проведении эфиров, да, но для меня действительно откровение, когда можно там в Ютубе создать трансляцию с телефона, тем более затянуть ссылочкой кого-то еще. Вот, участвуйте, может, Сергей там вас пригласит, у вас есть что-то рассказать, поделиться, может, вы там водолаз-подводник какой-нибудь, да, там, или Кстати, опыт да, там надо большой. закинуть удочку. Да, ребята, пишите, кому интересно, будем, как сказать, ну, блин, разговаривать, также А совместную трансляцию вообще, делать, организовывать. Конечно, нужно больше общаться, и только в каких-то вот таких вот разговорах вылазит наружу истину, да, потому что много вот такие там насмотрятся видео, потом снимают видео на снятое видео, потом разговоры. Вот надо чаще встречаться, в общем, так вот. Ладно, Игорь, давай, спасибо большое тебе, то, что сегодня тут был. Я думаю, через недельку, через там какое-то время еще раз с тобой встретимся также и поговорим, уже какую-нибудь тоже тему Давай. обозначим. Я рад был тебя Да, слышать, видеть да, сегодня. Все, еще раз спасибо привет. большое. Все, давай. Все, Хорошо, пока. пока-пока. Так, теперь как тут выключать? Сейчас.